Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минер. Не успел я только вчера выпустить видео Staff Game, то есть я его снял, смонтировал, выкладываю, и тут я уже вижу, что игра сама запустилась. Хоть они там 28 числа говорили, что она запустится в течение 3 дней, но они не стали дожидаться этих 3 дней, они запустили это буквально уже на следующий день. Как говорится, это произошло в четверг, а не там в пятницу или субботу, как я предполагал. Перед тем, как мы продолжим, не забудьте подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, которые помогут вам заработать или сэкономить денежки. Ну и так, я зашел, собственно говоря, с 2 аккаунтов, купил по 2 воркера. Это мой 3-й аккаунт, я купил здесь 1 воркера, то есть всего я купил их 5. Распродавалось их 5000. Перед тем, как мы на практике это пощупаем, мы прочитаем то, что нам написали разработчики, как это дело работает. Ссылка на вот эту статью я оставлю в описании. Ну, посох это Staff. Staff Game выпущен. Наслаждайтесь до 10%, 10 тысяч процентов годовых. Сразу забегая наперед, скажу, что да, здесь есть реально 10 тысяч процентов годовых. И здесь используются два понятия. APR, это то есть процент годовых, и ROI. ROI это то, что вы получите конкретно в вашем случае на ваш период времени. Вот, например, у меня выпал работник, который мне будет работать 20 дней. И мое ROI 50. Это я получу 50% за 20 дней. То есть, если я вложил вот сюда 25 БСВ, вот выплата мне будет 12,5. То есть, я получу 50% сверху. Это ROI. То есть, ROI это конкретно ваш случай. А APR, то есть, всегда ROI можно перевести в APR. Допустим, если у меня здесь 20 дней, грубо говоря, да, то как понять, какой это процент годовых? Ну, сколько раз по 20 дней у нас будет в году? Допустим, 365 делим на 20. У нас будет 18 раз в году по 20 дней. И так наберется 365. А у меня за этот период дается 50. То есть мы умножаем это на 50. То есть и вот этот вот ROI в 50% на 19 дней равняется 912% годовых. Если сюда навестись, мы это и увидим. APR 912% годовых. Все здесь работает, все четко. Я дальше вам покажу, как получить там до этих 10 тысяч APR, например. Так, ну есть замечательная новость, все мы запустили, все красота. Каковы преимущества? Беспроигрышная игра. Да, то есть реально здесь беспроигрышно. То есть ты вкладываешь там небольшую сумму денег и гарантированно получишь какой-то процент. Это будет, может быть, 1-2 доллара, может быть, это там десятки долларов за конкретный период. Низкая стоимость входа. Да, чтобы войти, нужно положить всего лишь 10 BSV в Holders Pool. То есть у меня здесь лежит там 225 BSV. До 10 тысяч годовых получить... Ну, это то же самое. То есть первая строка, это, в принципе, то же самое. До 270% ROI в течение 30 дней. Но тут только ошибка. Не в течение 30 дней, а в течение 10 дней. Потому что, смотрите, если мы возьмем 270, умножим на 12, потому что у нас в году 12 раз по 30 дней, то есть это получится всего лишь 3000. Вот здесь, кстати, они исправили. Еще вчера здесь было написано 10% за 10 дней, 270% ROI за 10 дней. То есть надо было поправить здесь, из 30 сделать 10, они взяли и исправили здесь 10. Потому что, смотрите, как получается 10%. Если мы берем 270% за 10 дней, то есть у нас сколько раз будет по 10 дней в году? 30 умножить надо на 36,5. И вот ваших 10 тысяч процентов годовых. Это 9855%, если быть точнее. А здесь они допустили ошибку. Staff Game. Беспроигрышная игра с низкой стоимостью входа. Для игры требуется меньше ресурсов, чем для основной игры. Для участия в игре пользователю необходимо нанять рабочего. По истечению периода найма пользователь получит фиксированное вознаграждение в BSV с окупаемостью до 270% в течение 10 дней. Фиксированное вознаграждение. Вот это фиксированное вознаграждение у нас указывается вот здесь. Оно высчитывается как вот ваш ROI на количество дней и на сумму, которую вы вложили. То есть, вкладываем мы 25 BSV. Дальше поясню. Ну вот наши требования, да. 10 BSV в пул и нанять работника. Стоимость найма работника составляет 25 BSV. Эти же 25 BSV и являются нашим депозитом. По истечении срока эти деньги нам будут возвращены вместе с нашей наградой. Здесь мы не можем. Вот главный недостаток всей этой программы, то есть Staff Game сам по себе прекрасен. Но огорчает то, что всего лишь 25 BSV мы можем вложить в одного работника. То есть, а работника мы можем нанять всего лишь 2 на аккаунт.
То есть получается на один кошелек всего лишь 50 BSV мы можем вложить под процент, который там нам выпадет, кому как повезет. Но сумма максимальная на один кошелек это 2 раза по 25. Нажмите «Нанять» и получите работника со случайным временем найма и рентабельностью. Ну вот, то есть вы нажимаете кнопку Hire, платите 25 BSV, эти 25 BSV вот ложатся вот сюда по факту, и на эти 25 BSV в течение вот этого случайного рандомного периода, у каждого он по-разному, может быть 10 дней, может быть месяц, вам будет выпадать, начисляться процент, который указан здесь. Ну, в данном случае это мой один единственный самый жирный такой APR 912. На остальных аккаунтах у меня там ROI 20-15%. То есть я получу там на остальных аккаунтах 3,7 BSV, там где-то 5 BSV. Ну, а здесь вот самый такой жирный. К процентам мы сейчас вернемся. Важно, сумма ваших инвестиций 25 BSV будет возвращена вам в конце срока найма вашего работника вместе с полученной наградой. Вот это самый важный момент, который я вначале не понимал. А то можно подумать, что вот вы вложили 25, вам выпал там APR 912, а награду вы получите всего лишь 12, да? Вложили 25, получили 12. Но нет, ребята, вся вложенная сумма вам возвращается, и это очень хорошо. Потому здесь реально проигрышных вариантов нет. Вы платите только за комиссию там по 30-40. Давайте, кстати, посмотрим, сколько же обошлась комиссия мне. Вот этого вот работника я покупал уже в конце, когда оставалось уже буквально пару десятков свободных работников. И у меня много раз возникала ошибка транзакции. То есть я оплатил, вот видите, failed. Где это было? Это может на другом аккаунте. Ну фиг его знает, я с нескольких аккаунтов, у меня было много ошибок на каком-то аккаунте. Потом посмотрю. Вот это одного работника я нанял. Вот я заплатил 25 BSV. И комиссия была вот 38 центов. А вот транзакция, которая у меня не прошла. Видите, fail workers over limit. То есть, ну, закончились уже работники, когда я продавал. И здесь у меня транзакция стоила 55. Потому что я повышал количество газа. По умолчанию оно там миллион стояло. Я, по-моему, тут ставил то ли 1 200 000, то ли 1 500 000. Ну, 55 центов. То есть, ну, комиссия, то есть, ну, небольшая. Как за стандартную игру в районе, грубо говоря, 40 центов в нормальных условиях. Идем дальше. Геймификация ставок, ну в смысле игровой элемент. Наслаждайтесь получением огромных вознаграждений до 10 тысяч годовых. Ваша прибыль зависит от ROI и количества дней вашего воркера. Ну а это я вам показал, как переводить ROI в APR, ну и обратно. Вероятность получения определенного количества дней. То есть у нас есть от 10 до 30 с ходом в 5 дней. То есть раз, два, три, 4. Есть 5 вариантов. У меня, кстати, 10 дней было где-то или нет. То есть у меня здесь выпало на 20 дней. Где-то у меня был, по-моему, есть месяц. Не помню, есть ли у меня меньше дней где-то. Ну, естественно, чем меньше срок, тем выгодней. То есть вам может выпасть 10 дней и там максимальный какой-то там ROI, там, и вы получите своих 10 тысяч годовых. То есть если вам выпал уже там что-то больше, чем 30, чем 10 дней, то уже максимальный процент вы, в принципе, в теории уже как бы не получите. Ну, это не суть важно. Вот проценты у нас, в общем, вот такие. Может выпасть от 10 до 30 дней. Это, ну, как бы не так критично. Эти проценты можно увидеть вот здесь. То есть 10 дней 5%, 30 дней 50%. То есть большинству людей будет выпадать период именно 50%, 30 дней. Большинству будет выпадать. Ну, в половине случаев. То есть у меня, вот видите, здесь 19 дней, то есть было 20, то есть 15%. Я попал в 15%. Идем дальше. Шанс получить определенный ROI. Ну, опять же, повторюсь, ROI это награда за ваши конкретные дни. Ее можно перевести в APR. Возврат инвестиций или ROI измеряет прибыльность или эффективность конкретной сделки или инвестиции. При найме рабочего пользователь получает рабочего со случайным ROI от 15 до 270. Давайте рассмотрим проценты вероятности. Но вот здесь, кстати, они написаны не полностью. Таблица на самом деле больше. Если зайти в игру, вот, видите таблица? Там она заканчивается, по-моему, на 50, она реально до 270. Но шанс ее получить, сами понимаете, очень низкий. Вот я получил ROI 50, шанс получить ROI 50 всего лишь 1,5%. То есть это на самом деле большое везение. Ну, если бы здесь, конечно, была сумма не 25 BSV, я бы стал богатым.
Ну, не богатым, а получил бы, да, крутой процент. 50% за 19 дней. Это прям как в пирамиде, да. Можно подумать, что это пирамида. Вот люди мне даже в комментариях писали, что вот, 10 тысяч процентов сразу, не смотря видео, типа это скам. Да не скам, вы просто вкладываете 25 БСВ и начислить 10 тысяч процентов на 25 БСВ, это как бы, ну, не беда. Потому что таких людей 2%, ребята, всего лишь 2%. Ну, есть люди, которые получали, да, там по несколько тысяч, по-моему, 8 тысяч процентов я видел. То есть это там ROI какой-то был, наверное, вот под 200. Так, идем дальше. Расчет годовых. Рассчитать APR довольно просто. Разделите ROI на количество дней и умножьте полученную сумму на 365. Ну, то, что я вам показывал. Берем мое ROI 50, делим на 20 дней и умножаем на 365. И вот получаем 912. Вот так это работает. Перевести APR в ROI. Идем дальше. Распределение лимита рабочих. И вот это здесь самый важный момент, почему как бы мы никуда не спешим, и почему там не было смысла записывать уже вчера видео. Потому что у нас количество работников ограничено на неделю. То есть у нас в первую неделю было 5000 работников. Вот эта вот цифра, вот тут было, вот в этой строке было написано, сколько работников всего, ну 5000 начиналось, и сколько осталось. Их разобрали довольно быстро. Я как бы был занят другими делами, не скажу точно за какой период разобрали, но максимум за пару часов или за там десяток другой минут. Но следующую распродажу разберут точно минут за 5-10. Это я вам гарантирую. Люди уже как бы поняли, как это работает, услышали, разберут очень быстро. Потому что есть люди, у которых по 100 аккаунтов, и они реально заходили со 100 аккаунтов. Это факт. Опять же, как бы о практике чуть позже. У каждого пользователя может быть максимум 2 активных работника. Тут есть как бы очень важный момент. 2 активных работника. Вот она. Available workers. Но если есть понятие активный работник, это то, о чем вот нам там не пишут и не говорят, то значит есть понятие и неактивный работник. А теперь давайте возвращаться к этой картинке, которую мы рассматривали вчера. И как вы можете здесь увидеть, вот это зелененькие, это наши часики. Это активный работник. А вот по краям здесь, видите, красным написано. Здесь написано, что они не активны. То есть, какая ситуация? Когда у меня, у этого работника пройдет 19 дней, я смогу получить награду, но работник у меня не исчезнет. Он станет неактивным. И я так понимаю, я смогу его активировать потом. То есть у меня будет выбор. Либо нанять нового работника, либо активировать следующего. Вот так вот. Может, не знаю, придется или не придется продавать, ну, удалять, грубо говоря, не продавать. Вот эти вот работники, это не то же самое, что наши игроки. Это не NFT-шка. То есть у вас в кошельке ее нет, вы не можете этого работника никуда не продать, не передать. Это просто картинка. Это не NFT. И потому вот тут вопрос. Когда проходит срок, работник у вас, скорее всего, остается, как там в картинке. Но смогу ли я его активировать повторно? Это первый вопрос. А второй вопрос, если я его не хочу активировать, допустим, я могу его убрать и нанять нового, или можно добавлять просто 3, 4, 5, главное, чтобы активных было не больше 2. Вот этот вопрос, на который пока что ответа нет. Но будет вообще-то неплохо. Допустим, если у меня на другом аккаунте у меня APR там 180 есть, а это у нас, это ROI в районе 20, то есть очень низкий, да, то есть 20 ROI, то мне имеет смысл как бы его либо удалить, либо просто его не использовать и нанять работника заново. Вот это очень важный вопрос. Возвращаемся дальше. Если срок найма одного из них истек, пользователь может нанять еще одного работника. Ну, это как бы да. А вопрос, что со старым? Что со старым работником? Я могу его реактивировать. У меня, допустим, вот этот работник на 900% годовых. Я бы хотел его снова нанять, потому что шанс его выпадения очень маленький, там 1,5%, как мы смотрели. Идем дальше. Кроме того, количество рабочих, поданных на платформе, проданных, также ограничено. Существует лимит продажи на неделю. То есть у нас была распродажа в четверг, и новые работники, то есть партия появится в следующий четверг. Ну, то есть в ближайший четверг. А, кстати, да, у нас, смотрите, у нас будет их такие 5000, не 4. То есть первую и вторую неделю будут по 5000. Это круто. Лимиты автоматически обновляются каждый четверг в 00 по UTC. То есть это у нас сколько там, плюс 2, плюс 3 часа. Ну, считайте по своему часовому поясу. После 48 недель продажи будет StuffGame закрыто. Это очень хорошо. 48 недель это меньше года. В круглом году в целом 52 недели.
Так дальше идет какая-то не совсем понятная мне писанина, то есть сумма на блок, необходимая для запуска игры. В игру нельзя играть в течение 250 блоков после транзакции найм. То есть, ну, блоки это, я так понимаю, период эмиссии монет BSV. Ну, тут не совсем понятно для меня. Если воркер воспроизводится после 255 блока, задания числа ROI и Days будут воспроизведены и изменены в соответствии с информацией во всплывающем окне, отображаемым пользователю при покупке воркера. Но вот это вот окно, когда вы покупали воркер, такое выплывало, такое прямоугольное окно. Но вчера это окно, наверное, из-за нагрузки, оно не прогружалось. И что там, короче, писалось, ну, нельзя было прочесть. То есть данные не подтягивались в эту табличку. Игрок может запустить игру вручную, вызвав функцию self-claim контракта. Для этого обратитесь в службу поддержки. Ну, не знаю, то есть если у кого-то какие-то вопросы возникали с покупкой, там, наймом работника, то, как бы, милости прошу вот сюда вот обращаться, в этот чат. Комиссия за досрочный вывод. 5%. То есть, если у вас работник нанят на 10 дней, и вы захотите вывести его на 8 или 9 день, вы заплатите 5% от стоимости найма работника и уже заработанной награды. То есть, вот 25 плюс, если я там буду выводить через там, 10 дней, там еще, допустим, насчитается 6, то есть 5% вы заплатите от суммы. 25 плюс 6, там, с 31, например, вы заплатите. Комиссия будет считаться, но это как бы не беда. Ну, смысла этого делать вообще не вижу. 25 BSV всего лишь. Начисление вознаграждений. Вознаграждение начисляется за каждый блок и находится в токене BSV. Ну вот, то, о чем я и говорил. Вот эта вот циферка меняется, вот видите, только что изменилась. Когда каждый блок. То есть у нас в блоке сейчас, по-моему, 17 монет BSV. То есть, ну так идет эмиссия токена. И вот каждый блок идет как бы начисление. Ну, информация, в общем-то, абсолютно неважная. Пользователи могут снимать вознаграждение без комиссии после окончания срока найма. Ну, понятно. То есть у меня через 20 дней в этом случае. 10 BSV должны быть всегда у вас на кошельке. Ну, как не всегда. То есть, когда вы покупаете работника, у вас должно быть 10 BSV в Holders Pool. И когда вы снимаете, у вас тоже должно быть 10 BSV в Holders Pool. Я так понимаю, в промежутке вы их можете снять, но это смысла не имеет, потому что в Holders Pool имеет лок на 30 дней. Если вы захотите снять этих несчастных 10 BSV раньше, то вы заплатите комиссию 25%. Ну кому оно надо? Потеряете там 2,5 BSV. Ну, это так чисто. Тоже бесполезная информация. Чтобы получить награду, просто нажмите кнопку Claim. То есть я могу нажать кнопку Claim, то есть в любой момент. Но сейчас я заплачу комиссию. Делать раньше этого не стоит абсолютно. Ну, в общем-то и все. А теперь давайте, ребята, к практике. Что у нас получается? Нам нужно положить 10 BSV в Holders Pool, зайти в раздел Staff Game. Перед этим, естественно, конечно, быть зарегистрировано по реферальной ссылке, чтобы вам возвращалось часть ваших комиссий вам обратно. Иметь на основном кошельке, то есть в вашем кошельке, иметь минимум 50 BSV, для покупки двоих работников. 10 в пул, 50 на кошелек положили. Заходите сюда в четверг, там в 2-3 часа дня, там у кого какой часовой пояс. Ну, по этому таймеру вы можете прекрасно все отследить. Когда таймер будет приближаться к 00:00 и будет, соответственно, 0 дней, появится 5000 работников в следующий четверг. Это у нас когда будет? Это будет 6 числа. 6 мая после обеда появится новых 5000 пользователей. 5000 работников. И на каждый свой аккаунт вы сможете нанять их 2 штуки. Если у вас несколько аккаунтов, как у меня, например, вот, допустим, давайте включимся на другой аккаунт. Вот на этом аккаунте у меня, видите, процент такой невезучий, ROI 182, то есть вообще одинаковый на месяц. То есть это самый, наверное, один из самых плохих вариантов. Да, самый плохой вариант. 2 работника под самый низкий ROI 15% и на самый большой срок. То есть это самый худший вариант, который мог вам выпасть. И что я получу? То есть я через месяц получу по 3,75 BSV дополнительно. То есть комиссию я заплачу, ну, грубо говоря, 2 раза по 40 центов. Давайте, кстати, глянем еще кое-что. Я, по-моему, на этом аккаунте много раз заплатил за... Да, ребята, вот видите, смотрите. Я 1, 2, 3, 4, я 5 раз заплатил за комиссию. То есть мне этот работник обошелся, блин, дороже. Реально, ну, грубо говоря, 1, 2, 3, 4, 5. Ну, я реально 2 с чем-то $2 заплатил.
Так, 35 центов и 31 цент. Вот такие пироги. Короче, я 5 раз заплатил по 30 центов, то есть $1,5. $1,5. Ну, это, грубо говоря, 1 БСВ. Не так уж много. То есть я вот на каком-то из этих работников потерял 1 БСВ. То есть, ну, вот от этой награды можно отнять 1 БСВ. Ну, из-за большого наплыва транзакция не проходила. Сеть была загружена. Ну, я так понимаю. Первого работника я купил без проблем, а вот со вторым и третьим уже, видите, это у меня появлялись проблемы. То есть нажимаешь claim, там ждешь пару секунд, и там MetaMask пишет, типа, транзакция failed. Так, на чем мы там остановились? Да, зашли в следующий четверг, 6 числа, и здесь будет 5000, и цифра будет резко-резко уменьшаться, потому что все побегут покупать себе этих ребяток. Потому что процент, ну, очень большой. Если считать реально в процентах годовых, очень большой. Ну и теперь, как многие из вас, наверное, поняли, сколько же можно сюда вложить денег. Ну и повторяюсь уже не первый раз. Вы можете всего лишь вложить 2 раза по 25 БСВ. Вот наем работника и является вашим депозитом. Все, это по факту, ребята, просто стейкинг. Это стейкинг фиксированной суммы. Вам дается возможность вложить 2 раза по 25 БСВ на случайный период времени от 10 до 30 дней под случайный процент. Вот и все. Но минимальный процент, как вы видите, с 25 БСВ, минимальный, что вы заработаете, это 3,75. Это худший вариант. Лучший вариант это когда вы получите 10 тысяч процентов. 10 тысяч процентов это за 10 дней вы получите 270% ROI. То есть вы вложили 25 умножить на 270%. Вы получите $67 сверху, ну и плюс свои 25. То есть вы вложили 25, забрали 92. За 10 дней. Это лучший вариант. Суммы небольшие, это понятно. Но что можно сделать? То, что, собственно говоря, и делают многие. Если зайти там с пару десятков аккаунтов, то получится довольно неплохо. Например, с 10 аккаунтов вы вложили 250 БСВ с 10 аккаунтов. Ну, не забываем, что нужно по 10 БСВ иметь на своем холдерс пуле. Но у меня как минимум таких аккаунтов уже готовых минимум 5. То есть мне, ну, как бы стоит добрать себе немножко. Специально создавать, наверное, аккаунты я не буду для этого. Что-то как-то мне впадло. Ну, хотя это прибыльно. 250, и, допустим, я получу на них, ну, допустим, не будем брать худший вариант. Ну, ROI, допустим, получу там, ну, хотя бы 20%. Умножить на 1,2. 300. То есть я получу, 50 БСВ на ровном месте. За 50 БСВ, там, за от 10 до 30 дней. Вложил 250, заработал 50. Ну, чем плохо? Очень даже хорошо. А еще и может быть за 10 дней, представляете себе? А может еще быть и не за 10 дней, а если повезет, то на каком-то аккаунте я заработаю там 50, а на каком-то можно и 90 заработать. Ну, там 67 точнее. Так что вкладывать стоит, то есть на все аккаунты, пожалуйста. Опять же, ребятки, напомню, что если вы решите сделать несколько себе дополнительных аккаунтов, всегда делайте как? Заходите на сайт, нажимаете логаут, то есть выходите, заходите в любое мое видео, нажимаете на реферальную ссылку, в MetaMask выбираете свой новый аккаунт, ну, который вы там нажали создать, нажать вот Create аккаунт, создали новый аккаунт, ну, либо же аккаунт, которым вы никогда не пользовались, выбрали его в MetaMask, и потом, вот когда вы находитесь здесь и видите вашу реферальную ссылку, что здесь есть ref написано, и только тогда подключаете кошелек. И так с каждым новым кошельком, если вы его хотите создать. Делать эту процедуру. Разлогинились, перешли по рефералке, выбрали нужный кошелек MetaMask и залогинились. Чтобы у вас каждый кошелек был реферальным. Потому что вот у меня, у самого, есть большая беда. У меня вот один из моих аккаунтов, на котором 5 автобусов, на котором у меня было 15 игроков, где-то затупил, и он у меня не был реферальным. И я, 15 игроков, там была команда на 20 тысяч или на 20 с чем-то тысяч, и я реально потерял, приличную сумму денег. В процентах я играю уже несколько месяцев, и только когда я это заметил, уже, наверное, спустя месяц, я только перебросил игроков на другие аккаунты. А там уже, в принципе, был еще и аккаунт разблокирован на целых 5 автобусов. Было очень неприятно. Потому, не втыкайте, всегда регистрируйте кошелек через рефералку, чтобы вам возвращалась комиссия.
от ваших же денег. И от заработка в игре возвращается комиссия, и от стейкинга возвращается, то есть от всего возвращается, потому как бы регистрируйтесь. Ну все, я, по-моему, уже все детально объяснил, все, что можно сделать. Подготовьте свои кошельки, как только что рассказал. Положите туда 50 BSV, 10 в Holders Pool и ждите 6 числа четверга, там, после обеда, когда появится новых 5000 пользователей. Ну и на каждый аккаунт постарайтесь себе там нанять работника. Ну и заработайте от 3 до 67 долларов на каждого работника. От 10 до 30 дней, ребята. Вот за этот период. Так что ставьте лайк. Видео, надеюсь, было вам полезным. И до скорых встреч. Всем пока.